Рассмотрим необычную возможность. Может ли существовать потерянная цивилизация, до сих пор не обнаруженная, скрытая в глубокой древности? Могут ли мифы о прежнем золотом веке, закончившемся из-за грандиозного глобального катаклизма, быть правдой? Тысячи лет титанические каменные монументы лежали погребенными под землей и морем, молчаливые, невидимые и почти забытые. Теперь одно за другим по всему миру эти мегалитические тайны раскрываются, и археологи поражены своими находками. В высокогорьях юго-восточной Турции холм Гёбекли-Тепе хранил удивительный секрет под своей почвой. Во время раскопок в 1990-х годах археологи обнаружили массивные Т-образные каменные столбы, расположенные в кругах, украшенные изображениями животных и абстрактными символами. Эти мегалиты датируются более чем 11 тысячами лет назад, что на 6 тысяч лет старше Стоунхенджа. Построенные доисторическими людьми до появления сельского хозяйства или металлических инструментов, этот объект называют старейшим храмом в мире. Любопытно, что спустя примерно 15 веков использования весь комплекс был намеренно засыпан слоями осадков. Этот древний акт сохранения оставил столбы в первозданном состоянии для современных исследователей. Даже сегодня раскопана лишь малая часть 22-акрового пространства Гёбекли-Тепе, и радары обнаруживают десятки других каменных кругов, все еще скрытых под землей. Не все скрытые мегасооружения требуют погружений или раскопок. Некоторые скрывались на виду. Например, в Центральной Мексике стоит холм, увенчанный испанской колониальной церковью, долгое время считавшейся природной особенностью ландшафта. Лишь в 20 веке археологи поняли, что этот холм – Великая пирамида Чолулы, крупнейшая по объему пирамида на Земле, теперь полностью покрытая почвой и растительностью. Веками заброшенности грязь накапливалась, а деревья разрастались, маскируя рукотворную гору. Туннели, прорытые в ее склонах, раскрыли несколько слоев кирпичных и каменных храмов под ней. Открытие, что сооружение, большее, чем любое в Египте, скрывалось под травянистым холмом, поразило историков и местных жителей, доказав, что иногда мифы и легенды буквально лежат у нас под ногами. Под голубыми водами Средиземного моря у побережья Израиля лежит затопленная неолитическая деревня Атлит-Ям. Около 8 тысяч лет назад это было процветающее прибрежное поселение, но повышение уровня моря в конечном итоге затопило его. Подводные археологи обнаружили хорошо сохранившиеся фундаменты домов, инструменты и даже человеческие скелеты на этом месте, а также загадочный каменный полукруг из 7 массивных мегалитов, каждый весом до 600 килограммов. Расположенные вокруг древнего пресноводного источника и отмеченные чашеобразными углублениями, эти камни, возможно, служили местом ритуальных собраний. Руины Атлит-Ям, защищенные песком на морском дне, предоставляют захватывающий снимок доисторической жизни, внезапно прерванной морем. Даже знаменитые статуи острова Пасхи, Рапа-Нуи, скрывали подземные тайны. На протяжении поколений над землей были видны только гигантские каменные головы Моаи. Раскопки показали, что многие из этих монолитов имеют полные торсы и тела, погребенные под землей. Веками эрозия медленно засыпала статуи по грудь. После раскопок тела обнаружили сложные петроглифы, которые сохранились под землей, в то время как открытые головы подвергались выветриванию. Осознание того, что эти культовые головы на самом деле являются целыми стоящими фигурами, некоторые из которых изначально достигали высоты 10 метров, поразило исследователей и посетителей, добавив новый слой к тайне прошлого Рапа-Нуи. Глубоко под песками Сахары, в высохшем озерном ложе под названием Напта-Плайя в Южном Египте, еще один древний каменный круг ждал своего открытия. Археологи, проводившие раскопки, обнаружили расположение мелких камней и выравнивание более крупных мегалитов, которые, похоже, отмечали астрономические события, такие как восход Солнца в день летнего солнцестояния около 6500 лет назад. Иногда называемый африканским Стоунхенджем, этот объект старше Стоунхенджа более чем на тысячелетие. Скотоводы Напта-Плайя, вероятно, собирались в этом месте, чтобы наблюдать за небесами и сезонными дождями, используя свой каменный круг как календарь. Со временем климат высох, и пески пустыни покрыли их творение, пока современная наука не раскрыла его вновь. Пожалуй, самое поразительное открытие произошло на окутанном туманом холме в Индонезии,
на покрытых джунглями склонах Гунунг-Паданг. Местные легенды говорили о древней пирамиде, скрытой под почвой. Недавние научные исследования с использованием буровых кернов и георадаров показывают, что холм действительно содержит несколько слоев искусственных структур, самые глубокие из которых, возможно, датируются 10 тысячами, 20 тысячами лет назад. Если это правда, Гунунг-Паданг может быть одним из старейших мегалитических объектов на планете. Исследователи выявили террасы из каменных колонн и даже пустые камеры, погребенные внутри холма. Основные археологи призывают к осторожности. Эти необычные датировки все еще горячо обсуждаются, но перспектива сложного монумента времен последнего ледникового периода захватила воображение. Зеленая вершина Гунунг-Паданг может скрывать рукотворную гору, находку, которая может оспаривать многие предположения о хронологии цивилизации. В Южной Англии, на холмистых равнинах Уилтшира, еще одна доисторическая тайна скрывалась под землей недалеко от Стоунхенджа. В 2015 году исследователи, используя георадары, обнаружили массивный круг погребенных стоячих камней на участке Даррингтон-Уоллс. Около 90 каменных монолитов, некоторые высотой почти 4,5 метра, были расположены в огромной дуге и позже намеренно покрыты земляным валом. Они лежали скрытыми под дерном около 4500 лет. Археологи назвали это Суперхенджем, назвав его крупнейшим каменным монументом, когда-либо найденным в Британии. Почему эти огромные камни были засыпаны, остается неясным, но открытие показывает, что священный ландшафт вокруг Стоунхенджа был еще более монументальным, чем считалось ранее. Каждый из этих погребенных мегалитов вызывает восхищение и вопросы в равной мере. Они напоминают нам, что человеческая изобретательность и амбиции древни. Даже в долитературные времена наши предки возводили гигантские монументы и в некоторых случаях намеренно их закапывали по причинам, которые мы можем только предполагать. Природные силы, пески, джунгли, поднимающиеся моря также сыграли роль в сокрытии и сохранении этих структур до наших дней. Некоторые люди размышляют о потерянных цивилизациях или древних катаклизмах, чтобы объяснить эти подвиги. Но археологи считают, что ответы, скорее всего, кроются в народах и окружающей среде каждого объекта. Несомненно одно – наша планета все еще хранит множество тайн под землей. В древних некрополях Египта скрывается нечто еще более загадочное. Массивные гранитные ящики, вырезанные с ювелирной точностью, весом более 100 тонн. Могли ли древние люди действительно их построить? Или нам не хватает важной части головоломки? Узнайте в следующем эпизоде. Величайшая тайна Египта. Массивные гранитные ящики весом 100 тонн, которые люди никогда не могли.